Паразомб надо посмотреть, вот это мы любим. Вот это деду надо. Там наша именно рубрика вышла, поехали. Ай, ну как говорится, давай. Канал Зомби Чес. Та-та-та-тай! Та-та-та-тай! Как же он будет об этом жалеть? Ой-ой-ой, что он так визжал. Ой, поросеночек ты наш. Ой-ой-ой, свинюшечка такая. Ой, куда же я вставлю это? Куда же я вставлю? Извините, пожалуйста, кто с колонок смотрел. Ребята, Зомби Чес, Паразомб. Наша любимая с вами рубрика. Сейчас посмотрим страшилки. Он обнаружил мифическое существо, как всегда, 144 камеры. Приготавливаем. Все полезные ссылки найдешь внизу в описании. Лайк, подписка, колокол. Идем к 3 миллионам. Прожми красную кнопочку. Сделай ее синей. Стоп! Стоп! Вы меня запутали! Подписаться, короче, ну ты знаешь. Подпишись, пожалуйста. Спасибо тебе большое, мой добрый, дорогой зритель. Поехали. В одну секунду все вместе. Никто не может это объяснить. Мальчик исчез во время катания на аттракционе. Все ищут его до сих пор. Жуткое существо Чисто пеной, слышь, обмазался. выползло из подземелья, и его удалось запечатлеть. И многое другое в Пеной для бритья обмазался. рубрике «Паразомб». Привет! Паранормальные новости, собранные со всего мира. Рубрика «Паразомб», где я вам покажу все самые странные, жуткие мистические события, Зомби Чес, родной, мы здесь. произошедшие за последнее время. Вы на канале Зомби Чеза. Поехали. Начнем. Сейчас начнется. За дозой запрещенных жутких видео, которые не пропускает YouTube, переходите в мой телеграм-канал с эксклюзивными видео. А также я туда загружаю авторские видео, от которых у Вы знаете, один из немногих моментов. Который можно вырезать. Там сейчас монтируется видео с дагестанской свадьбы, как мы в кортеже ехали. Это будет, да, такой эксклюзивный контент. Hard Insight, напоминаю. Да ты за... Ситуация, которую вы сейчас увидите, очень жуткая, пугающая. Девушка по имени Элла просто снимала себя, Алла. как ей отдыхается. Я вообще в своей жизни встречал девушку с именем Алла. Алла. Инна встречал. Алла. После того, Аллу как не она помню. ныряет с камеры под воду, случайно происходит кое-что страшное и мистическое. Смотрите. Ля какая. Там по колено. Присмотревшись, когда Что это за Элла херня? погружается под воду, вы можете разглядеть пару ног сразу за ней. Что это, блин, Но такое? через секунду, когда камера выходит из-под воды, И вот такой хобот просто свисает. сзади никого нет, да и не видно сверху, что под водой Ну что-то это игра находится. света какой-нибудь, На блик. протяжении всего ролика очевидно видно, что рядом в воде больше Ну, никого крипово. нет. На берегу группа людей, но они в нескольких Может быть, от дерева до рядом стоящего тень. метрах и вообще не в воде. Элла утверждает, что в воде Ну мы с вами уже разоблачили, кроме да, я думаю, неё что никого это не игра было. света. Да и предметов или растений в воде, Что которые могли крипово, бы крипово. сделать похожий вид человеческих ног, также не было. Не найдя логичных объяснений, Слушайте, люди ну, начали такое, да. предполагать, что это призрак того, кто утонул в этой реке. Как нет. думаете, что это за человеческий силуэт, скорее который всего. виден только под водой? Пишите в комментариях ваши теории А, водоросли, кстати. Да, не учли водоросли. и предположения. Водоросли, кстати, да, могут быть. Просто в мутной воде их так видно. Мужчина по имени Диего уже довольно много Диего. сталкивается в своем новом доме со странными явлениями, происходящими в нем. Но все это было лишь его слова, в которые никто не верил, пока он не заснял это жуткое происшествие. В этом видео мы видим, как его собака прячется в углу, явно чем-то напугана. Тут он находит на земле разорванную куклу. Внутри этой куклы Диего находит таинственный мешочек. В следующем видео наконец-то набирается смелости, чтобы вскрыть мешочек, найденный внутри чужой куклы.
За хрень, блядь. И реклама пошла. Яндекс заклад. Когда Диего смотрит на то, что внутри, завернутое в ткани, из-под стола появляются какие-то пальцы. Он отбегает. Ёпта! Бля, отвечаю, подкинули. Чуть такое. Подожди-ка. Завернутое в ткани, из-под стола появляются какие-то пальцы. Он Так, подожди-ка. Погоди. Так, пошло разоблачение. Значит так, он с пола берет куклу. Диего находит таинственный Чекаем за монтажом. мешочек. В Так, следующем взял. видео Но он же к столу не подходил. наконец-то набирается смелости, чтобы вскрыть мешочек, Ну найденный лажа, внутри чужой фейк, куклы. да. Видос начался уже отсюда. Просто из-под стола кто-то, короче, Явно никого нет. Что еще более жутко, внутри ткани кажется медальон и какое-то песочное вещество. Многие предположили, что это может быть прах после кремации. Также предполагают, что этот мешочек выглядит как шестигранный. Иногда такие практикуются в черной магии, дабы наложить проклятие на определенное место или на человека. Значит, мы наблюдаем, как именно действует это проклятие. Призрак теперь поселился в доме Диего. Поможет ли сожжение этого мешочка, дабы избавиться от Да ёпта, если бы я такое бы увидел, я просто, я не знаю, мне кажется, через потолок бы выпрыгнул. Ты представляешь просто? Если вот так вот пальчики такие выглядывают. жуткого призрака? Ну это реально страшно. Родители с сыном пришли покататься на аттракционах и посадили мальчика на детскую карусель, а сами стали снимать его на телефон. А рядом с их сыном сидел другой мальчик, но он каким-то загадочным образом пропал за считанные секунды, и никто не понял, куда он делся. Очень странное видео было недавно выложено на сервис TikTok и вскоре разошлось Ясно, тиктокеры. по соцсетям, став вирусным. Некоторые называют это очередным глюком в матрице, другие пишут, что исчезнувший мальчик был явно призраком, третьи скептично уверяют, что видео В смысле, стой, как, что, исчезнувший мальчик уже являлся призраком? Чё? просто монтаж, то есть Ау. подделка. 30-летняя женщина Нур и ее муж Так. пришли вместе со своим Вот он, шалопай едет, так. 5-летним сыном по имени Муиз на ярмарку. Муиз захотел прокатиться на яркой карусели, и родители разрешили ему ехать одному, потому что взрослые люди на этот аттракцион не допускались. Они стали снимать катающегося сына на видео и вскоре заметили очень странную деталь. Исчезновение мальчика, сидевшего в одной тележке желтого цвета Вылетел. с их сыном. Мальчик исчез буквально за пару секунд за то время, что карусель делала один оборот. При этом он определенно Пал. не мог никуда выпасть, потому что устройство тележки подняло бы тревогу, если бы была поднята защитная планка. При этом эта защита является общей для двух кресел, так что Муиз тоже бы оказался в риске падения. Но по окончанию поездки он находился на своем месте с опущенной защитной Подожди, ну что-то слишком быстро, ребят, крутится. Ну, подожди, может быть он пригнулся? Еще какие есть, ребята, идеи? планкой. Мать Муиза была очень напугана увиденным. Она стала спрашивать стоящих рядом родителей других детей о том, кто мог сидеть в тележке с ее сыном, но никто не знал. Я не ошибаюсь, они там сидели не рядом пригнулся. друг с другом, пока я снимала этот короткий ролик. Карусель Чекай. сделала второй оборот, и мой сын внезапно оказался один. Когда поездка закончилась, мой сын вылез из тележки, а мальчик, сидевший с ним рядом, Может быть, так и склейка? не появился, сказала Склейка, типа, когда они вдвоем крутятся, и потом, когда он один, если только. мать мальчика. Когда родители начали расспрашивать сына о том, куда делся его напарник, то Муиз смог сказать лишь, что он помнит, как рядом с ним сидел другой мальчик, но он понятия не имеет, куда он подевался. Я думаю, что это монтаж, скорее всего. Это причудливое происшествие было загружено в ТикТок девушкой по имени Нино. Пока ничего Она такого. начала записывать на видео все происходящее, когда Токер, услышала а? страшные звуки, исходящие с заднего двора ее дома. Смотрите, что она запечатлила. Так. Ля, вот он.
Но говнодемон же не знал, что в доме вместе с маленькой девочкой Луизой живет взрослый дедушка, который прошел уже знаешь сколько, и является охотником со стажем. Фу. Ай, как говорит, я... Отойди-ка, дочь, в стороночку. Ни двери, ни вот этого параши, ни девочки, никого, блядь, нет больше в этом доме. Один дедушка живет долго и счастливо. Глядя на это, вы можете увидеть какое-то движение из кустов. Затем существо, ползущее на четвереньках, стремительно нападает на дом. Видео резко обрывается, и понятно почему. Нам остается гадать, что это была за тварь. К сожалению, нет подробной информации о том, что это такое произошло. Все, что остается нам сделать, это еще раз внимательнее пересмотреть отснятый материал девушкой и хорошо А это не в Питере с ним? подумать, что же это такое быстро ползет к дому. Питер, если чё. Моя прелесть. Этот жуткий, запечатленный и страшный момент останется в нашем сознании надолго, уверяю. Видео было опубликовано в Ютубе и стало безумно популярным во всем мире. На кадрах видно туалетные кабины, расположенные в заброшенном офисном здании. В доме кромешная темнота. Кадры вы видите снятые на инфракрасную подсветку. Все тихо, пока Шел 2224 год. не раздаются странные звуки. Звучит как загнанные в угол кошки. Жук, что и майский пролетел. Что-то не так. Когда оператор начинает подходить к источнику звука, он видит это. Что, черт возьми, здесь происходит? Мы видим расстроенного человека, Тупо когда в гости пришел к корешу и давишь пасту. сидящего в углу комнаты, когда вдруг из-за его спины появляются призрачные руки. Сложно объяснить логично это происшествие. Вероятно, что это какой-то короткий хоррор-клип или что-то подобное. Или А ты в берцах. Спыра как... Так, чтоб нога, она зашла туда прям. все-таки... Да не. Или Ну, да. это обычный этот, ребят. Обычный монтаж, да-да-да. Ну, это понятно, что такое. О, Марс, Марс! Чрезвычайно странный объект был заснят на днях марсоходом Curiosity. Я, кстати, на самом деле, ребят, не исключаю. Вот, ну, в комментариях, если что, напишите, вот, была жизнь на Марсе или нет? Вот как вы думаете? Вот была жизнь на Марсе или не была? Вопрос. Это искусственно созданный прямоугольный вход в какое-то подземное помещение, вроде ангара. Не, ну, возможно, ребят, что когда-то была. Ну, можно это. Я думаю, тоже то, что была, просто, ну, в силу каких-то причин. В космосе чего угодно может быть. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть маленькую нишу в скале, которая находится рядом с другими трещинами, формами по всей поверхности этой скалы. Это фото Чья хата, пацаны? Интересно. а также панорама доступна на официальном сайте НАСА, так что про фейк и речи не идет. К сожалению, никаких других подробностей насчет этого фото НАСА не указывает. Даже нет уточнений, в каком районе это Не, если ЧЕС говорит, что это на официальном сайте лежит, тогда не фейк. Но тогда что это за вход? Тупо лунтика? сделано и какой масштаб этого фото, чтобы можно было понять, каких размеров этот прямоугольный вход, огромный или он или маленький. Этот марсианский вход очень похож на вход в гробницы древних земных цивилизаций. К примеру, на этом фото изображен вход в гробницу, находящуюся в египетской долине царей. НАСА в свою очередь загрузила эту фотографию без каких-либо пояснений. Видимо, они еще не готовы сделать Интересно. официальный вывод по этому инопланетному объекту. На днях в соцсетях стал вирусный видеоролик, на котором Ёб твою мать, я обосрался там сзади. Шалопай этот вылез какой-то.
были показаны сотни, если не тысячи трупов коров, лежащих на земле. Сообщается, что около 10 тысяч голов крупного рогатого скота мистическим образом погибло в США по непонятным причинам за очень короткое время, практически всего за несколько дней. В штате Техас в эти дни стоит аномальная жара под 40 градусов по Цельсию, и именно ее в основном обвиняют в гибели животных. Однако не все так просто. Пожелаю чупакабра. В некоторых центральных и южных штатах США уже не первый год фиксируют повышение температуры, но такого массового Стоит нам немного отклонить гравитационное поле Земли, и вся... падежа скота там еще не видели. Многие сообщают, что только на одном ранчо на юго-западе штата Техас внезапно погибло более 3000 голов крупного рогатого скота, и что подобные случаи в настоящее время накапливаются Ты с кем шутер? в США. Не надо. Один из местных жителей по имени Тракер заявил, что не верит властям, потому что никогда раньше не видел, чтобы жара убивала коров Слышь, ну это вообще жестко, ребят. Ты представляешь, сколько это? Все нормально, они просто отдыхают. целыми стадами. На откормочных площадках постоянно есть проточная вода. Я даже специально Может, какой-то вирус в воду попал? Ребят, не, ну это вряд ли фейк. Может быть, какой-то, блядь, крипово смотрится. Но это 100% что-то или вирусняк какой-то попал, или еще что-то, или... поливаю скот водой, чтобы ему Знаешь, какие это финансовые тоже убытки? Это же жесть для фермеров. было Все, прохладно. Габелла. Так что я не знаю, как такое могло произойти. Может быть, есть кто из тех ребят районов, потому что меня много смотрят из-за бугра. Может быть, есть какая-то более точная информация, было бы интересно узнать. Может быть, да, какой-нибудь бычий вирус, там еще какая-нибудь херня. Может, химикаты какие-нибудь. Сообщил один из владельцев этих коров. Так что же за мистический случай произошел с этими Знаешь, сколько их? животными? Подписался, спасибо огромное, ребят. Кто подписывается, к 3 миллионам идем. Спасибо. Мужчина по имени Джошуа считает, что в машине его друга что-то потустороннее живет. Кстати, по видео, которое вы сейчас машине? увидите, его слова полностью обоснованы. В июне этого года видео стало очень вирусным в социальных сетях, так как мы видим кое-что невероятно странное, происходящее в машине. Регулятор кондиционера двигается, по-видимому, сам по себе. Кадры ошеломили сотни тысяч Ну, шляпа. Могли любой, ребят, тросик натянуть, веревочку, еще что-то. людей. Все пытаются понять, как такое возможно. Некоторые предполагают владельцу подержанной машины изучить историю своего аппарата. Вдруг в ней кто-то погиб и его призрак в этой машине. Другие предполагают, что Я не пойму, зачем опять АвтоВАЗ пока... регулятор кондиционера как-то ребята незаметно сами двигают. А ты что думаешь об этом странном явлении? Я думаю, что Пишите это да, в комментариях просто- под видео предположение. Новая просто ласточка с АвтоВАЗа и все. Может быть, фиксики. Балтимор. Однажды днем мужчина по имени Эндрю со своими друзьями был в ресторане и заметил что-то странное. То, что называют глюком в матрице. Да, очередное подтверждение, что мы живем в матрице. Ребята не могут поверить в то, что видят, поэтому Эндрю достал свой телефон и снял видео Ну, пленку, которая эту... Не пленка, а штучку на стекло, чтобы панель не выгорала. Ну, происходящего. Смотрите. Через одно из окон вы можете увидеть что-то похожее на солнцезащитный козырек, который зачастую ложат на лобовое стекло автомобиля. Затем смотрит через другое окно. В машине вообще ничего нет. Камера перемещается туда-сюда подожди, может быть, это блик от солнца такой? несколько раз, и каждый раз вы видите, как исчезает солнцезащитный козырек. Сам автор назвал это сбоем в матрице, сбоем реальности, который, кажется, показывает что-то, что не поддается логическому объяснению. Если замедлить видео, то во втором окне появляется намек на солнцезащитный козырек во время перемещения камеры справа налево. Ребят, может быть, блики с крыши? Машина близко к зданию стоит. Так что вполне возможно, это какая-то Ложат! Только на учебу. А это кладут. причудливая оптическая иллюзия. Что думаете?
Почему-то это изображение массово начали обсуждать по всему интернету. Многие теории поэтому свои составляют. Такой хайп по этому фото, где изображено жуткое существо, неужели это реально кто-то сфоткал, а не нарисовал в фотошопе? Да, действительно, это жуткое изображение неизвестного Бля. существа вызывает мурашки по коже. Источник этого изображения остался анонимным, но уверяет в реальности этого фото. Его запечатлел Диггер, который изучал давно забытый Кто запечатлел? в реальности этого фото. Его запечатлел Диггер, А, слово такое, пограничное. который изучал давно забытые подземные хода под городом. На изображении показана безликая фигура в белой шкуре с открытым ртом и пустыми глазницами. Оно выползло из темноты, пригнувшись. Автор сфоткал существо, когда оно взглянуло Сфоткал существо. Ты зачем кореша на толчке сфоткал ночью? на него и Дураки туалетной бумагой обмотались. Ты думали, мы не спалим, что ли? Дырки сделал в ней. Сидит. Диггер. скрылось в другом темном проходе. Кажется, оно вышло, дабы защищать свою территорию. Не могу понять, почему это изображение сейчас активно обсуждается и набирает по всем мировым сайтам такую популярность. Неужели оно реально? Что думаете? Постановочное изображение или реальная фотка жуткого монстра? Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал с эксклюзивными видео, которые выходят только Заглы. Слушай, ну зомби Чезу, если что, подписывайтесь на тележку. На наш тоже залетайте, добро пожаловать, буду рад.